I'd also like to thank for the gallery and everyone who organized this event and the workshop. Также хочу поблагодарить как галерею, всех участников, организовавших вот это событие и семинар. And also for Elena Safarova for making it all happen. Ну и, конечно же, Елене Сафаровой за то, что она все это объединила, так что все это произошло вместе. So what we're going to be talking in this an hour talk is going to be mainly how we at NaJa&Deostos approach architecture and how this can be used sometimes in a larger context of urban and also architecture as an object. В течение приблизительно часа в рамках этого выступления мы поговорим о том, как мы в NaJa&Deostos работаем, относимся к архитектуре, как она используется в вопросах городского планирования, архитектуры, скажем, как объекта. The first part of the talk is going to be showing projects. The second part, after a break, will be another talk about the workshop, but you are welcome to stay. Первая часть будет посвящена проектам, я вам покажу. После перерыва у нас уже будет часть, посвященная далее вот этому рабочему семинару. Если вы хотите, вы все можете на него тоже остаться. So what do I do? Which type of architecture am I? Ну, чем я занимаюсь? Какого рода архитектурой? I'm split, probably like all architects, between many things. I'm a curator, I'm an architect, sometimes I write, but one of my main tasks is also to be a teacher. Ну, как и все архитекторы, я много чем занимаюсь. Я и куратор, я и архитектор, иногда пишу, но, скажем, одно из моих основных занятий – это преподавание. What I'm going to be talking today is how at NaJa&Deostos, my practice with Nanette Jakovsky is how we approach architecture dealing with storytelling. Пожалуй, начнем с того, что я расскажу вам, как в NaJa&Deostos вместе с моим партнером Нанette Jakovsky мы работаем с архитектурой как своего рода сказанием различных сказок. I want to start the talk with a little story. И с небольшой историей хочу и свою презентацию начать тоже. This is a classic science fiction book from the 70s called Inverted World by Christopher Priest. Вот классическая работа, фантастика 70-х годов, «Мир наизнанку» Кристофера Приста. And the idea here is that this is a city which is moving on rails. On rails? По большому счету здесь рассказывается о городе, который движется по железной дороге. So basically there is a whole system, a whole society which is organized around moving this city. People in front looking for new land to see where the city moves, and people at the back removing the rails and putting them in front again. По большому счету в этом рассказе все вот это сообщество городка организовано вокруг этого постоянного движения города. Люди в авангарде, они смотрят, принимают решение, куда поехать дальше, а люди в арьергарде, наоборот, разбирают рельсы, по которым город уже проехал, и так, чтобы после него ничего не осталось. And the main idea here is how by the structure of the city, a moving city, the relationships that the city creates. So while the moving city on rails, it needs the villagers around the area where it moves to be mobilized to work for them. So they give them medicine, and then the workers give their labor for them. И, соответственно, идет описание того, какая создается ткань взаимоотношений внутри этого города и города с окружением, какие должны быть деревенские, сельские жители, какой у них идет обмен из деревни к подобному городу и наоборот. And everything here is material for buildings, and nothing is material at the same time. В рамках этого рассказа все, о чем идет речь, это связано с материей и материальным, потому что надо здание строить. С другой стороны, ничего материального и нет. And this is radically different to what we as architects are used to do in a relationship with material and the network
which is connected with materiality. И вот это радикально отличается от того, чем мы занимаемся как архитекторы, говоря о материи и говоря о сети, которая связывает ее. With the introduction of modernism, as you all know very well, in the 20th century, the idea of a catalog of materials, the materials that you can look like in a book and pick, right, like the brick, the lamp, the luminaries, the toilet seats, all of this is part of a new type of architecture which we're very used to, but it wasn't that way, the idea of the material catalog. С приходом, скажем так, с появлением в 20 веке этого учения модернизма мы начали рассматривать разные материалы, которые можем использовать в строительстве, в архитектуре, как своего рода каталог. Мы там перелистываем, для чего, какой материал будем использовать. Это архитектура, к которой мы сегодня уже привыкли, однако какой она ранее не была. So the story that I'm going to be telling you guys today is a new way to maybe tell a different story about the materials, maybe closer to the relationship of the moving city, of the science fiction, than the catalog. Поэтому тот рассказ, который будет являться, или в рамках, в форме которого будет строиться моя презентация, он будет рассказ о том, как смотреть на материалы. Нечто более близкое, может быть, к концепции вот этого города, который движется, нежели как взгляд на каталог. This is a sample of how we trust the material when we're choosing, for example, we want to be sustainable and we might choose, for example, a solar panel, or we might choose the embodied energy of the materials to save the overall energy of the building. So there is a trust on the catalog. Вот этот слайд посвящен тому, как мы выбираем материалы и, соответственно, под те или другие потребности. Например, хотим мы быть такие продвинутыми в концепции устойчивости, мы выбираем, например, солнечные панели и так далее и тому подобное. То есть мы какому-то каталогу доверяем. So the question here is not why material, but maybe a different way of thinking is when material. Поэтому, может быть, имеет смысл задавать не тот вопрос, а почему тот или другой материал, а сколько когда надо выбирать тот или другой материал. I have taught the architecture associations in London for the last 7 years, and at the Berkeley School of Architecture in London as well for the last 4 years, and also associate professor at the École Spéciale in Paris for 5 years. And I think the conversation today is around the idea of how teaching at these different schools and with the practice enable you to potentially test and risk and take and looking at the city in a different way. So was the architecture associations, the Bartlett and the ESA. У меня есть за плечами порядка 7 лет преподавания в Ассоциации архитекторов Лондона, в институте архитектуры Barclay порядка 4 лет, и порядка 5 я являюсь ассоциированным профессором в школе архитектуры École в Париже. И, соответственно, у меня сложился определенный взгляд на то, как по-разному относятся к архитектуре, скажем, в разных местах или под разные потребности. But the main idea here is not necessarily the teaching, but is the way of thinking that I don't see much of a separation between practice and academia, because everything that I'm going to show you today, from build to unbuild, is going to be conceptual. Однако в ходе своей презентации я не буду говорить о преподавании, а сколько о взаимодействии как практики, так и академического мира, потому что все, о чем сегодня пойдет речь, это скорее концептуальное. Welcome to the city of the new millennium, where you're going to see high density Cairo, you're going to see a new developed London, you're going to see Tokyo, and we're going to see cities burning, demanding more energy and producing more waste. Добро пожаловать в город 21 века. Вы здесь увидите новый Каир, Лондон, Токио и другие города, которые сжигают больше и больше энергии, создают больше и больше отходов. With cities, what I'm very interested in is how our relationship changed with it.
and how cities in a very interesting way define or help us to define how we relate to each other in what's so-called the public space. Говоря о городах, очень интересно, как меняется наше отношение к ним и как посредством проживания в них меняется наше отношение к друг другу, как это проявляется через общественные места. So where is the factory? Where is the industrial? Where are the farms? The city became, in the late 20th century, the service place rather than the productive place. Где сейчас заводы, где промышленность, где фермы, к концу 20 века город скорее становится местом предоставления услуг, а не местом для сельского хозяйства, а не центром сельского хозяйства или промышленности. This place is different. Это, конечно, место отличается. This is Makrana, a city in India where this is the city where they remove the Taj Mahal, or do you guys know the Taj Mahal? А вот этот городок Макрана в Индии, он очень сильно отличается. Это место, в котором откуда, скажем так, убрали Тадж-Махал. Тадж-Махал, наверняка знакомый. So the marble from the Taj Mahal came from Makrana. Здесь мрамор, из которого был построен Тадж-Махал, он из Макрана. But that never stopped. So I think here we can define a little bit more of what I'm trying to say of when material. So when a material is a material and when a material is a city. Но вот этот процесс, он не закончился. Именно под этим углом я хочу обратить ваше внимание, пригласить вас посмотреть под этим углом на то, когда материал является материалом, а когда материал можно рассматривать как город. So, I don't know what's more science fiction, the book or the city. Даже не знаю, что больше фантастика, вот та книга или вот этот вот город. This is one of the big scars that was created in Makrana to remove the marble. Для того, чтобы оттуда там добыть этот мрамор в Макране для строительства Тадж-Махала, скажем так, оставили очень большой шрам. And a very interesting element here is that the urbanism of the city is defined by the micro properties of marble. И что особенно интересно в случае этого городка, его, скажем, городской план определяется макроструктурой или микроструктурой из мрамора. Marble is formed at high pressures where you have salt with other substances. So when this, in this particular area, the marble took a very specific direction. Мрамор, он возникает под большим давлением в толще, и, соответственно, вот эта жила имеет определенное направление. So, if you've been to a quarry, to extract marble, you have to extract in a direction. Соответственно, если когда-нибудь приходилось бывать в тех местах, где добывают мрамор, вы знаете или вы видели, собственно, своими глазами, что мрамор для его добычи обязательно необходимо следовать направлению этой жилы. And that's how the city was formed. Ну, таким образом этот город развивался. It was formed by the mining of the best direction to remove the quarry. It's not where the best street or the best bridge or the best school. It's actually where it's best to quarry. То есть город и развитие его инфраструктуры шло вдоль вот этой вот жилы, не говоря о планах, там, как бы лучше нам улицы проложить, а скорее, где более выгодно, более удобно добывать мрамор. And a few structures that remain are this temple on the top, which seems to be a feature in India. И из, пожалуй, сохранившихся строений в этом городе этот вот храм, который стоит на вершине определенного некого холма, который является, скажем, одним из памятников Индии. So when the material is marble and when the material is a city. So what comes first? Is Makrana a city first and a quarry after, or a quarry first and a city after?
Вот и, соответственно, мой вопрос, когда материал это материал, когда материал это город? Что в первую очередь Макрана? Макрана это место по добыче мрамора или в первую очередь это все-таки город? So what you're looking there is around Makrana you have a lot of factories where they produce and cut the marble. Соответственно, вокруг Макрана много производственных площадок, заводиков, где производится мрамор, где ведется его нарезка. This is one of the methods of cutting the marble. So we basically slice it with particles of diamond and iron, and we slice in the blocks into basically the plate of marble. Этот видеофрагмент показывает один из способов, как производится нарезка мрамора с использованием алмазных и стальных частиц. So this is getting ready to be the catalog. This is slowly transforming from city to block to the catalog that we can then choose to put on the toilet, for example. То есть постепенно, в данном случае этот материал у нас, в данном случае материал находится у нас в процессе, когда он превращается из того, что он был частью города, потом в некий там кирпичик, а потом он станет просто материалом, который окажется у нас в каталоге, и мы выберем, будем ли мы использовать мрамор для облицовки нашего туалета или нет. So, understanding the when material or the city give us new ways to rethink what we consider the most important terms of architecture, like those ones. Соответственно, понимание вот этих вопросов, когда материал является частью города и дает нам нужные термины для того, чтобы отвечать на вопросы, которые поднимает данный видеосегмент, данная презентация. So these terms, they are almost everything for us, no? These are the stuff that we deal with. But at the same time, technology, environment, and communities, they might mean nothing if we don't redefine them ourselves. Другими словами, термины, они много чего для нас означают. В данном случае материал. Если это так, тогда возникает вопрос, а как быть относительно технологий, как быть относительно нашего сообщества и так далее. То есть мы постоянно вынуждены задавать вот этот вот контекст определения посредством отношений. So the main idea is that to redevelop these terms, and what I'm going to show you how we redevelop them, but this is more of an invitation how all of us can then redevelop these terms and give them a new meaning. Otherwise they just become bureaucracy and completely lose their meaning. Другими словами, я приглашаю вас в рамках работы переопределять те или другие термины. Я, конечно же, покажу, как мы для себя переопределили термины, которых мы сейчас коснемся, потому что в противном случае, если мы этого не делаем, все это становится частью некой там бюрократии, которая задает по умолчанию наши концепции, наш смысл. The first one, environment for us, we are more interested in the idea of toxically green. Первый такой термин и первая концепция – это окружающая среда. Мы скорее заинтересованы в понимании ее как нечто до токсичности зеленое. Does it really, all those solar panels, all the sustainable materials, are they making any difference? На самом ли деле все вот эти солнечные панели, все всякие прочие так называемые устойчивые решения дают нам какой-то прорыв? Is the architect being bottlenecked too early on the thinking, on the catalog? Когда архитектор работает таким образом, скажем, выбирая из каталога, не является ли это ранней попыткой загнать архитектора в какое узкое горлышко бутылки? So the toxically green is not something that I like it, but is a condition that occurs. That sometimes you try to collage materials and you trust the numbers. You have a trust on the catalog that is delivering that.
But the question is that would have another way to deal with that? Токсично-зеленый — это не то, как мне это нравится, скорее это как получается. Все различные цвета, различные материалы ты выкладываешь как коллаж, а потом вынужден доверять цифрам, которые представлены в этом каталоге, уже выбирать из этого. So I'm going to run now through a few projects, give you a few examples of how we develop these ideas. And then we can have a discussion about this with the other categories. Сейчас покажу вам несколько проектов, которые покажут, как мы развивали соответствующие идеи, для того, чтобы потом поговорить о других категориях. The first one is a research project in the state of Amazonas in Brazil. And the project is related to how the deforestation can be incorporated as a new urbanism. Первый проект — это проект исследовательский в бразильском штате Амазонас. Он связан с тем, что мы теряем лес, и ориентирован на переосмысление того, как соответствующие зоны можно рассматривать как городские. So these are the deforestation patterns that happen around the border of the state of Amazonas. And it's very interesting how these patterns occur. They call fish scale because they start with a spine and then they go like this, going out of the spine. Ну и тут вы увидите карту того, как происходит вот эта утрата леса. Ее даже называют скелет рыбы, поскольку сначала как будто бы позвонок, а после чего вот эти как косточки ответвления начинают расходиться вокруг границ штата Амазонас. So the main idea is to look differently at the Amazon. The Amazon is not a virgin forest as we think. Основная суть заключается в том, чтобы на Амазонку и то, что вокруг нее, посмотреть по-другому. Потому что на сегодня леса, соответствующие тропические, они не такие нетронутые, как нам хочется себе представлять. The forest is also a wind material. When hunter-gatherer tribes move in the Amazon as nomads, they open a part of the forest, they build their houses, they eat fruits, and they do their droppings without toilet around the area. And when they leave, the fruits they ate, which came out from their stomach, then they create a new pattern of the forest, which is much closer to the human condition. Необходимо понимать, что когда народонаселение, когда те или другие племена движутся по лесам Амазонки, они вот эти леса трансформируют в нечто более склонное, более похожее на городскую среду, потому что по мере продвижения они строят свои укрытия, они охотятся, они кушают, соответственно, в туалет ходят и так далее. После того, как человек приходит в какую-то среду, она больше начинает походить на нечто, на некую среду для обитания человека. So the Amazon is in fact, it can be seen as an inhabited, a populated forest, which is designed by also humans. Соответственно, леса Амазонки можно рассматривать как некую среду, населенную среду, в планировании в которой принимали участие в том числе и люди. So this is a slide of archaeological research on the Amazon, of how Earth works, dealing with Earth, have been constructed the old civilizations on the Amazon, and they contrast with the patterns of deforestation. Ну, вот этот слайд дает информацию об археологических исследованиях, показывающих, как разные цивилизации создавали фундамент своего существования, и также его связывает с современными тенденциями утраты лесов. So the idea here is very simple, is to use the deforested area and the condition of human inhabitation to create a raised ground where new communities can start utilizing but living as forest and the forest giving them as a city. Соответственно, идея заключается в том, чтобы территории, на которых лес больше не произрастает, начинать использовать в качестве зон для населенных пунктов, так чтобы
чтобы население использовало эту территорию, сохраняя лес и продолжая обмен с лесом, который вокруг. So these are a few studies and a conceptual image. Ну, вот здесь вот по этому поводу было проведено ряд, соответственно, исследований. Вот вы видите определенная концептуальная картинка. Of how the city can operate as a season. So sometimes for half of the year this is going to be a forest, and for other half is going to be a city. Который показывает, как город может жить сезонно. То есть полгода, например, это лес, полгода это город. And that's how people live in the Amazon for many centuries, and especially in the early 20th century. В течение многих столетий, и особенно в начале 20 века, вдоль Амазонки люди так и жили. Because they don't have roads, they have rivers. So if you travel to the Amazon, you hardly can get a bus or a car somewhere outside the main cities. You need to take a boat. So in the low season, where the tide is down, you almost don't travel. You stay where you are. And in the high season, then you get a boat and go somewhere because there is water to take you somewhere. Если вы окажетесь в соответствующем штате у нас в Бразилии, то на автобусе или автомобильном транспорте вы можете поездить только в крупных городах этого штата. Как только, а во все остальное время основным транспортом является река и лодки. Как только уровень воды падает ниже определенного уровня, вы больше никуда не едете. So this image, for example, start dealing with the idea of how the deforested area can actually be supplemented with the earth which exists there, and start creating these roads, which are not roads but are canals, which are seasonal canals that will be filled with the water. И на этом слайде показано то, как вот эта зона, на которой лес больше не произрастает, может, можно сказать, быть дополнена вот этими почвами или этими землями, которые можно превратить в дороги в кавычках, в искусственные каналы. These are a few diagrams explaining how we explore that in partnership with other people in terms of how you can think architecture and the environment, or the material in this case, as seasonal. На этом слайде показаны отображены фрагменты нашей работы. Мы работали вместе с другими группами, изучая то, как окружающая среда и используемый материал можно рассматривать как нечто сезонное. So where the trees are, this is where the houses are elevated, like tree houses, which are not on this drawing. And where the earth is, which are these elevated rounds, this is where the farm is. На том уровне, в тех зонах, где находится земля, это то место, которое рассматривается под сельскохозяйственные некие цели, там, где находятся фермы. В то время те зоны, в которых и продолжает существовать лес, на рисунке это не представлено, там находятся дома, то есть там находится жилье. I think here on the project, the main idea is to how you can start utilizing new technologies and no technologies of thinking to start kind of conceiving potential ways of living which are maybe pre-20th century, but they are pre-actual with how people live in those areas. Здесь мы показываем попытку размышления о том, как использовать существующие технологии, так и технологии предыдущих веков для того, чтобы рассматривать способ жизни или существования, который во многом, скажем, не является частью того, что мы знаем в 20 веке, однако это то, как люди жили в течение многих веков до этого в этой зоне. So sometimes, like in a different project, but in a similar context in Brazil, the fantastical mix with the quite real, and this is some of the conditions that we find very interesting. That sometimes what looks normal is actually very surreal. Ну вот из другого проекта, когда в других условиях quite real, surreal. То, что кажется, вроде кажется естественным, на самом деле окажется сюрреалистичным.
So I'm going to talk about this project very briefly, otherwise we're going to run out of time. Но об этом проекте достаточно быстро нужно будет рассказать, поскольку наше времени может не хватить. The main idea here is for the architect to be more than just looking at the catalog, but to look further at potential what's happening today, that we might be looking at a city planet rather than a city on a planet. Суть здесь заключается в том, чтобы, подходя к архитектуре, мы не выбирали чего-то, пролистывая каталог, а смотрели глубже. И потенциально мы рассматривали планету как город, а не город как расположенный на планете. So maybe what does the planet has to do with these guys? Вот, например, что имеет общего планета вот с этими товарищами? Is not fiction, sounds like fiction. Может, и звучит как фантастика, тем не менее нет. There are so many dams being built around the equator line on the planet Earth. Сейчас на планете Земля в районе экватора строится такое большое количество гидроэлектростанций, that by holding so much water, including the Three Gorges Dam in China, they have altered how fast the Earth spins around its axis. Что, сдерживая огромные объемы воды, включая вот последнюю гидроэлектростанцию в Китае, они влияют на скорость вращения нашей планеты. And that has altered the speed of the Earth by 0.000003 seconds. Это, конечно, она, конечно, изменилась на 0,0 несколько нулей, там 3 секунды. But then it's very interesting that these are patterns that affect real people in all these cities, in Turkey, in China, in Brazil, everywhere that you are using infrastructure outside the city to supplement the city. Однако, что довольно-таки интересно, подобные схемы влияют на людей повсюду. В Китае, в Турции, в Бразилии, когда инфраструктура внегородская используется для дополнения каких-то потребностей городских. So in this area, for example, 1,600 hilltops became 1,600 islands. Вот, например, в этой зоне 1700 холмов превратилось в 1600 островов. So this project, which I'm just going to pass quickly, is actually how you can build new types of architecture. They might not look like the architecture that we know as architecture, but they might relate to a certain history and this new condition, or how people can live in these extreme areas where the tide goes up 18 meters in the same season. И вот этот проект нужно будет проскочить достаточно быстро, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что порой необходимо некоторые элементы видеть в том, что не кажется для нас традиционной архитектурой сегодняшнего дня, понимать то, что это является вынужденным насущным решением, как, например, в этих зонах, где при приливе уровень моря повышается на 18 метров. This architecture is using a very typical material from the area that no one uses. Архитектура вот это использует традиционный материал соответствующей зоны, который не использует никто. Which is latex. The Indians in the Amazon were one of the first to use latex on buildings. They invented the syringe and they also used for shoes. Это латекс. Индейцы в Амазонии используют его для строительства своих домов. So this project is exploring latex, seeds and bamboo as a new way to build and creating a project that at the same time is formed by that material, but is exploring the flexibility needed in a place where water is moving so dramatically because of the dam, right? The level change very drastic. В данном регионе в связи с резким изменением уровня воды, что вызвано соответствующим гидроэлектростанцией, изучается использование таких материалов, как латекс, как бамбук, как некие другие традиционные, потому что есть потребность в использовании очень гибких, но прочных материалов. So the idea of this project is this new house of the Indians is actually interacting with this landscape. The landscape and the housing are one. When the landscape contracts, this yellow form, which is inspired by their house, but instead to be horizontal, is vertical, because horizontal they're just going to flood.
So we use the same strategy, but now instead of being like this, is like that, with a tail basically closing to create a new space. В такой среде, где у нас изменяется уровень воды, соответственно, очень важно, чтобы жилище было частью ландшафта, и оно адаптировалось так, что к изменению ландшафта, для того, чтобы некая часть, которую он называет хвостиком, она загибалась, и, соответственно, у нас изменялось пространство, в котором живет этот человек. I just wanted to show you a few of the students' work about how they have developed some similar ideas but doing their own take, because I know that some of you are students or recent graduates. Not everyone, I know. Ну, хотелось привести пример того, как студенты, с кем мне приходилось работать, по своей инициативе разрабатывали различные подходы. Я знаю, что в этой аудитории присутствуют как опытные, как архитекторы, которые не так давно ушли из университетов, а также те, кто продолжает учиться. So this is a project about guided growth, how actually you can make houses or buildings grow out of trees, or not as the only material, but a main material. Этот проект посвящен так называемому управляемому росту, когда можно создавать жилища из деревьев. Это не единственный материал, который используется, но, скажем так, основной. So this student located the project in Japan and was dealing with a type of architecture which needs to be constructed and reconstructed because of the volcanic seismic area. Данный исследователь свою работу, свой проект, скажем, развивал для территории Японии, исходя из того, что там определенные вулканические процессы идут и необходимо к ним адаптироваться. So what you see here is the development of this building according to the citizens of this island on the Ring of Fire, which are the monks, and how this architecture evolved through these many years in order to become what it is. В данном проекте, в данном случае вы видите дом, который находится на островке, лежащем в так называемом кольце огня, высокая вулканическая активность, и мы можем видеть, как этот дом или эта концепция развивается сквозь годы. Another way is to looking at the city or a project is starting with a device and then ending on the city itself. Другой подход к архитектуре – это начинать рассматривать ее как некий прибор, некое решение, и заканчивая как город целиком. So this project is looking at how the waste from India, from the sacred waste from the festivals, is utilized to create new land on the coast of Mumbai. Этот проект рассматривает то, как отходы оставшиеся после различных празднеств в Индии используются для того, чтобы создавать новые жилища и жилые зоны на побережье в Мумбаи. So basically, the Mumbai, I don't know if you know or been to Mumbai. Mumbai was basically, it's not a city that always exists, or the land. It was a mountain that they basically flat the mountain to make a new land. So they joined 7 islands and they flat all the mountains on the island to make that new land. So the student was interested about how, instead of, because they don't have more mountains to flat and the price of the land is so high, the idea was that, well, can they have the only thing they have, which is waste, to start kind of transforming and emancipating that into the coast. А тут необходимо понимать историю Мумбаи. Мумбаи – это город, которого раньше не было. Там было 7 разных островов, на которых были, соответственно, холмы, некие возвышенности, которые просто срезали и этим грунтом заложили и создали достаточно большую, таким образом, территорию для развития города. Сейчас холмов больше нет, стоимость земли высокая, и данный исследователь рассматривает, как может эта территория Мумбаи продолжать расти, используя доступный материал. В их случае это отходы. This is another project which
as an example, is placed in a quarry, a different quarry, but basically has two functions: to block the explosions, the sound of the explosions, and also to harvest the updraft wind. Данный проект также располагается в месте открытой добычи неких материалов. У него две задачи. С одной стороны препятствовать неким взрывам, с другой стороны использовать силу ветра. So the building basically will protect the explosions for the kids which are getting deaf on site because they have to work and their parents work on this quarry in India, and at the same time is transforming the wind and the vibrations of the facade into sounds. В рамках данного проекта первая задача – это защита от взрывов. В данном случае речь идет о детях, чьи родители работают на этой шахте, но порой вот эти взрывы приводят к тому, что они могут оглохнуть. А во-вторых, использует соответствующую силу ветра для того, чтобы генерировать некие другие звуки. So the building becomes an instrument. It's an instrument that is interpreting, transforming the material of the site, which is wind and explosions, into a lyrical mechanism. Другими словами, в данном случае у нас здание выступает как некий инструмент, который трансформирует материал данной зоны, а именно взрывы и ветер, в некий, скажем, приятный лирический такой продукт. So we really start looking at the city and the conditions to create also, out of problems, out of real hardcore problems, to start creating atmospheric conditions. То есть город можно начать рассматривать как механизм, который позволяет конкретные проблемы, конкретные среды использовать для того, решать и создавать определенную комфортную обстановку. So these projects which are gathering salt, which are dealing with porcelain, so they are all they are investigations into new ways of how you relate social practice or urban strategies with the material itself. И некоторые другие проекты, которые связаны в данном случае с глиной и прочие аспекты, когда мы исследуем те или другие социальные реалии, когда мы рассматриваем, как мы можем создавать определенные стратегии. So this is a porcelain, which is very thin, that you can bake it on the oven, that Michelle did, the student. This is one of the first 3D printers out of ceramic in the world, that she helped to develop the type of aggregate on the 3D printer. Но вот Мишель, исследователь, которая занималась над этим проектом, она использовала один из первых 3D принтеров для того, чтобы из соответствующей керамики создавать соответствующие керамические изделия. And the project becomes this dealing with the water and how the ceramics change when the water touches the ceramics. So you can have projections, you can laser cut elements and patterns on the ceramic, and this creates a whole new atmosphere according to this tradition. Using their tradition in this particular city in China. И в этом особенном городке в Китае есть определенные традиции, и используя керамику, они исследовали также, как она взаимодействует с водой, используя те или другие некие лазерные инструменты в том числе. So I think the idea here is very interesting. Is always what one of my main teachers told me. Sir Peter Cook, which is that architecture can maybe be much more than we think it at the moment is doing for us. Во всех этих проектах я вижу отображение той идеи, которую, скажем, я получил от моего основного учителя, сэра Питера Кука, что архитектура на самом деле это нечто большее, чем как мы ее воспринимаем на данный момент. And the idea that once you deal with real problems, but you have other types of solutions, or you as an architect start discovering new problems that were not seen as problems before, you have to come up with new strategies of how to work. Суть в том, что когда вы работаете с какими-то конкретными проблемами или касаетесь вопросов, которые раньше до вас люди не воспринимали как проблемы, вы вынуждены искать новые решения, находить новые под это стратегии.
So in this case, you're going to make your own material, you're going to research a new way of casting, you're going to research or visit quarries and start understanding more about the possibility of engaging with matter and the context of matter differently. Тогда вы сами определяете, что для вас в данном случае материал. Вы начинаете посещать различные площадки, понимать те или другие процессы, осознавать, что для вас есть материя. So sometimes you're going to have to go to a quarry, you're going to have to use machines, or you're going to use the machine yourself in order to start investigating and discovering new ways to explore the project to the city. Соответственно, вам, возможно, придется поехать на место добычи тех или других материалов из грунта, открытым путем, использовать то или другое оборудование, экспериментировать для того, чтобы предложить новые решения для вашего города. This, for example, is a 6-axis robot that is actually milling a marble piece. Этот робот, некий шестиосевой робот, который перемалывает каким-то образом кусок мрамора. So this is discovering new supply chain, discovering new ways to actually to create your own version of a catalog material. And I think the when material can expand to beyond the kit of parts, which was great on the 70s, but maybe we have a new challenge today. В данном случае это поиск, скажем, новой цепочки взаимодействия, цепочки поставщиков для того, чтобы создать новый материал, чтобы материалы мы не рассматривали как сугубо каталог жестко определенных элементов, как это было в 70-х. I'm going to show you guys a few what we call prototypical types of projects, which are short installations that are testing ideas in a smaller scale, where you can learn and make a lot of mistakes. Сейчас хотел бы показать несколько так называемых проектов-прототипов, в которых можно принимать участие, которые позволяют нам всем получать какой-то новый опыт. So here we're actually looking for problems. We're looking to discover problems that are not seen as problems already. И в рамках этих проектов мы ищем проблемы, мы пытаемся найти то, что раньше не воспринималось как таковое. So basically, I'm going to show you some projects related to technology that we understand that technology today different from the technology of the car. When you go to Kazan, you get a car and you drive along the coast. Sometimes you can stop, sometimes not. Cities today have been, as you all know, have been greatly influenced by technology and machines like Henry Ford and the car. Today we got new technologies like the mobile phone. Так вот, говоря о технологиях, мы говорим о разных технологиях, а не только технологии такие, как автомобиль. Сегодня у нас и мобильные телефоны есть, это тоже технологии. Это не только то, что создал Генри Форд, там автомобиль, на котором можно приехать в Казань, проехать по набережной, где-то остановиться, а где-то нет. And what we call this relation to technology horrifically entertaining, because horrifically entertaining, which at the same time is very libidinal. We have a very close relationship to it, but at the same time it creates a new level of interaction between us, and we're wondering if that's good or not. И вот это мы называем ужасно развлекательным отношением с технологиями, причем, потому что, с одной стороны, оно очень близкое, с другой стороны, оно создает очень необычные отношения между нами остальными, как личностями. So this is a collaboration with a media artist called João Wilbert. Работа одного из художников, Жана Вильберта, which is basically using a bit of robotic interactive technology to start dealing with this exhibition and this sort of piece. Использует интерактивные робот-технологии для того, чтобы организовать такую свою выставку, говоря о теме мира. So the idea here is that people go to see this exhibition to start dealing or understanding the future of Brazil. But when they get closer, these screens start interacting with them through a series of interactive antennas, and they start switching for not just the future of tomorrow, but yesterday's futures, all the futures that failed
in the great history of a nation. Люди приходят на выставку, чтобы посмотреть чтобы увидеть вероятное будущее Бразилии, но в процессе сама выставка, вот это, используя робототехнологии, начинает с ними взаимодействовать, и они начинают видеть разные несостоявшиеся будущее того, что было в прошлом. This project was based at the new Embassy of Brazil in London, and is basically dealing with technology for a series of startups which were exhibiting in this area. Проект осуществляется в так называемом новом посольстве Бразилии в Лондоне. Небольшие стартап-компании используют различные технологии для того, чтобы представить эту выставку посетителям. So this was a 750 square meters exhibition divided in many floors, but I'm going to show you just the ground floor where we divided the space between the concept of natural and unnatural. Я вам покажу только первый этаж. Это общая территория этой выставки, 850 квадратных метров, энное количество этажей. Первый этаж только тема естественная и неестественная. So basically, this space, the main idea was to start creating an element of Brazil and dealing with the cliches of Brazil, for example, the DIY culture. Основной темой было показать суть Бразилии и так или иначе взаимодействовать с ней, используя культуру «сделай сам». So what it is basically a very organic system of 100 pieces of cardboard layered on the top of each other. Очень органичная система, порядка 100 кусков разных картона, лежащие один на другом. So the main idea here is to CNC the pieces of cardboard and start laying them down with discs in between in order to sustain their structure. Суть заключалась в том, чтобы использовать как своего рода семена различные эти кусочки картона, использовать диски и строить эту структуру вместе. So the idea here is that how to start utilizing technology also to create unfinished buildings. Также суть этой концепции заключается в том, как использовать различные технологии для того, чтобы строить так называемые незаконченные здания. These are three small buildings. The first one, which is that one, looks like an insect. Три небольших здания. Вот первое, которое здесь на картинке выглядит как некое насекомое. That one was produced for the World Cup 2014 in Brazil. The second one was for London. The third one is for the Olympic Games in Brazil 2016. Они были построены первый к чемпионату мира по футболу 2014 года в Бразилии, второй к Олимпийским играм в Лондоне 2012 года и третье к предстоящим Олимпийским играм 2016 года в Бразилии. This first one was the idea to, like in Kazan, that you guys have so many interesting events related to last year the Youth Games, correct? Во многом эти проекты, они связаны с теми проектами, которые имеют определенные параллели с теми проектами, которые в вашем городе также происходят. Вот в прошлом году у вас было энное количество мероприятий, посвященных или на тему универсиады. So the idea here is that how can we engage people to promote this, but at the same time not necessarily having very just exclusive spaces. Другими словами, как, скажем, эту концепцию продвигать с одной стороны, с другой стороны не ограничивать ее какими-то там эксклюзивными рамками или форматами. So basically used in this project one of the most ubiquitous technologies available today, which is this. Соответственно, в этом проекте используется, пожалуй, наиболее распространенная технология сегодняшнего дня, это и показывает свой смартфон. So the idea is creating one room, a 45 square meter room in London for the whole year of the Olympics, which was 2012. In this room, one person stay on this room per night. Суть была в том, чтобы в течение 2012 года, когда в Лондоне проходили Олимпийские, или проходили, а потом после этого Олимпийские игры, в одной небольшой комнате, порядка 4-5 квадратных метров,
каждую ночь ночевал один человек. So this is placed on the top of the Queen Elizabeth Hall in London, and it's basically a vertical structure, and the brief was to have a 4 or 5 square meters. So we divide the space, putting the showers on the top, and at the same time creating the 2 rooms for sleeping and studying, and having the entrance on the lower level where you see the bridge there. Queen's Elizabeth Hall. Соответствующую структуру поставили на здании Queen's Elizabeth Hall, то есть некий холл королевы Елизаветы, 4-5 квадратных метра, она разбита на разные подкомнатки, наверху душ, дальше 2 комнаты, одна спальня, другая некое как место, в котором можно работать или учиться. So what you're seeing here is the physical structure, but on the top of that we have a virtual structure as well. Здесь вы видите физическую структуру, а поверх этого у нас еще и так называемая виртуальная структура имелась. And this is using, I don't know if you guys know, augmented reality. Augmented reality? Yes. И эта виртуальная структура использовала, так сказать, расширенную или увеличенную augmented, дословно, реальность. So the 45 square meters with the shower on the top of it is going to have what we call this ghost. Потому что если у вас сколько? 4-5 квадратных метров, наверху еще, в верхней части этой структуры душ, тогда у вас наверху получается так называемое некое привидение. So the idea here is that the best way to promote any activity and include people is to let people take over part of the city or part of these activities. И если вы хотите так или иначе привлекать внимание людей, продвигать вот эту концепцию каким-то образом, то, соответственно, нужно сделать так, чтобы люди, скажем, стали владельцами или чувствовали себя владельцами этого города и тех мероприятий, которые в нем происходят. So basically, augmented reality, you need a screen to see it. So basically, we develop an application for the phone that you can look through your camera, and this will identify the building. So in your camera, as one example, you're going to see something augmented, something more than the building, which is going to be present on that, which I'm going to explain you what it is. Соответственно, если вы хотите, чтобы люди могли видеть некую часть реальности, которую обычными глазами не увидишь, которая как расширенная, тогда вам необходимо некое решение. В данном случае это было решение, некое приложение под смартфон, которое помогало вам видеть, когда вы его направляете на какое-то здание или на какую-то часть объекта, вы могли видеть то, чего на экране своего смартфона, чего обычными глазами своими вы не видите, потому что его там нет. So the first round of diagrams here, they show this cloud, right? This ghost getting thicker and thicker. The more the people are uploading pictures, because people with this application, they can upload pictures here, the more this cloud, as you see, gets thicker, denser and denser. Это приложение позволяло также людям загружать фотографии, и на экране, на слайде вы видите, что чем больше людей различные фотографии, изображения загружало, тем больше это так называемое наше привидение, как облако, становилось все такое плотнее и плотнее. And the second behavior is according to the behavior of people inside this hotel room, this cloud will change its performance, so we will be changing shape. Вторая кривая говорит о том, что в соответствии с поведением нашего жильца, вот этой комнатки, этой гостиницы, этого хостела, да, это облако меняется в своих формах. So what you see here is how it works. You have a mobile phone, you got this structure, and you have this other structure on the top of the city, which is constantly growing. It's actually a physical or a spatial Instagram or a spatial Flickr,
which becomes more than just here, it becomes part of the city. Соответственно, вот на предыдущем слайде было показано, как это работает. У вас есть мобильный телефон, у вас есть некая структура, и у вас есть некая так называемая виртуальная структура, можно сказать, некий виртуальный фликр или инстаграм, который растет и изменяется вместе с тем, как у вас растет этот город. Before me and my partner Nanette had the office together, that we started being an office, we worked for different practice. До того, как я и моя коллега Нанет приняли решение создать свою архитектурную фирму, мы работали на другое предприятие, на другое архитектурное бюро. So I worked for Fostering Partners and Future Systems and Peter Cook for 6 years. Я порядка 6 лет работал на Foster Partners, Peter Cook и еще кто-то. And Nanette worked for Zaha Hadid for 5 years. А Нанет порядка 5 лет работала на Zaha Hadid. Yeah. In different practice. So what is funny about this project is that Nanette was working for Zaha in parallel with this project on the Olympic swimming pool of 2012. Довольно-таки интересно то, что работая на Заха, Нанет работала над Олимпийским бассейном 2012 года. So Zaha asked her to be in charge of the whole concrete, all the concrete of the project. Соответственно, Заха, архитектор, владелец соответствующего бюро, попросила Нанет отвечать за все элементы, цементные элементы, связанные, бетонные элементы того проекта. So in one of these meetings, she saw these amazing towers, the diving towers. They have this kind of formwork, right, when you pour the concrete. And she casually asked the guys if they're gonna use this or you're gonna throw it away. И в рамках одного из соответствующих совещаний по подготовке Олимпийских игр 2012 года они увидели вот эти прекрасные некие бетонные, видимо, скажем, постаменты для прыжков в воду, соответствующие там на энное количество метров, красиво. И она задала вопрос: а что вы будете делать после Олимпийских игр? Оставите их или их выбросите? So they said, you can have it. Сказали, а после Олимпийских можете забирать. So based on that idea, the whole 45 meters of these buildings formed with the formwork of the Olympic swimming pool. Другими словами, я хочу сказать, что все концепции и очень многие из элементов соответствующего здания 5×5 были построены, используя там различные подручные материалы, которые были связаны как-то вот с возникновением Олимпийского бассейна 2012 года. So again, this idea of the memory, utilizing other pieces of the Olympic game to make your own project. Like this is a few tests of augmented reality using processing. So that's one of the tests we did. I'll show you later. Один из полевых тестов, связанный с процессингом, мы его проводили, расскажу об этом позже. Заканчивая предыдущий элемент, мы говорим, что так или иначе это связано с памятью, когда мы используем те или другие элементы, связанные с Олимпийскими играми, пусть прошедшими в рамках нашего проекта. So this was the first test we did, which was a cardboard house that we just built, and then we laid out the three-dimensional form on the top. So at this moment, for example, is the first time so that the camera is not tracking properly. Вот это одно из первых заданий в рамках того проекта. Мы построили картонный домик, и после трехмерный картонный домик, после этого мы начали его соответствующим образом каким-то с помощью камеры изучать или показывать. And this is the final image where you have a physical building and you have the ghost on the cloud on the top, which it creates. Also, we place binoculars, like these stations around the river, so people that don't have a phone or don't have an application, they can also see
and then participate, sending pictures and uploading and making this cloud bigger or perform differently? Картонная модель соответствующего вот этого небольшого комплекса, небольшой гостиницы. Также мы для людей, которые не имеют мобильного телефона или не могут пользоваться указанными приложениями, мы предоставили возможность им тоже участвовать, наблюдать развитие этого проекта. So getting closer to the idea of the workshop that we're going to have for the 4 days, the last point or the last word of today is communities. There we call the name of the workshop almost the phantasmagorical public. Ну и, скажем, приближаясь к рассказу о вот этом 4-дневном семинаре, который мы будем проводить, пожалуй, правильное слово будет сообщество. И название самого семинара – фантасмагоричная публика или общество. So the idea with this project with these quick projects is to actually ask the question about what is public space, and the most important question is public space always good? И суть, пожалуй, этого проекта заключается в том, чтобы задаться вопросами, постараться ответить на них, что такое общественное пространство, и всегда ли общественное пространство – это хорошо. Because coming from London and Brazil, I can tell you that there is a lot of voids around towers that don't seem very attractive to me and people in the city. Потому что, благодаря опыту моему, родом из Бразилии, достаточно много времени провел в Лондоне, из моего опыта вокруг различных башен порой очень много пустоты, которая не оказывается столь привлекательным. So the question of public space today is not just to give an empty plot with some benches, but I think it's to start looking at how people can utilize the space and interact, discovering new elements of how to interact with each other. And I think that's part of utilizing this, not as the final game, but to actually make people experience and discover new place on the city in a different way. Соответственно, сегодня, на мой взгляд, общественное пространство – это не некое пустое место, где там энное количество скамеек, а скорее некая среда, в котором люди могут взаимодействовать. И для взаимодействия мы можем использовать в том числе и мобильные устройства. This was one of the very early projects we did, and it's probably around all the conceptual projects we show is the most conceptual of all. Ну, пожалуй, из всех концептуальных проектов, которые мы когда-либо реализовывали, вот этот, который я покажу вам сейчас, это самый-самый первый. Which is the idea of dealing with subjects which are not necessarily of our business. Связан с рассматриванием тем, которые совсем не обязательно к нам имеют прямое отношение. On this one the main idea was watching TV every day and seeing people dying on the screen and being able to turn off the TV and carry on having dinner. Суть этого проекта – каждый день смотришь телевизор, на экране тебе показывают, как люди где-то умирают, а потом так спокойно телевизор включаешь и продолжаешь ужинать. So the idea here it was after the invasion in Iraq. That a lot of people were saying they had 100,000 casualties, but actually, in fact, after Iraq body count, they said there was 24,000 casualties. It was 4 times less civilians. So there was a pretty shocking number, like 4 times less. Суть это было в период, когда американские войска входили в Ирак. По телевизору говорят порядка сотни тысяч жертв мирных жителей. На самом деле потом оказалось, посчитали 24 тысячи, то есть порядка в 4 раза меньше. Но достаточно такая тяжелая, напряженная ситуация была. So the idea here is that this project is a count project. So basically it's a cemetery that floats over Baghdad. Just like as imprecise as the Hanging Gardens of Babylon, that although we all heard of the 7 gardens as one of the 7 wonders of the world, there's no proof so far that it existed. Этот проект был связан как раз вот с этими подсчетами, и в данном случае оно как некое кладбище, которое висело над Багдадом. Тут аналогии напрашиваются с висящими садами Семирамиды, однако мы даже не знаем, существовали ли они на самом деле когда бы то ни было. So the idea here is that
the roof, the project, with the same uncertainty of the hanging gardens, the hanging cemetery, start becoming a new element of the city. A city that not necessarily you want to have a building like this, but potentially it becomes a feature or that is also broadcast via the TV. Возможно, никто и не захочет в своем городе иметь некое подобное здание, как некое висящее кладбище, но учитывая то, что это постепенно возникало в умах, в пространстве, постепенно, потом даже телевизионщики обратили на это внимание. So the main idea here, again, is that the buildings start kind of creating. It's not for the people there. This building is actually to be part of a book, or like the cloud in augmented reality. This is not a project, or different from the other projects. This project is not to be built. This project is actually a reflection about what can architecture do when the public and private of our lives mix via the new media. Это, конечно же, не проект, связанный с неким строительством, это проект, связанный с восприятием или что может сделать архитектура в тех случаях, когда нечто очень частное и общественное преломляется в среде, в новой информационной среде. So I think on that idea, the idea of prototyping, the idea of testing, like in this project, like small installations where you can make a lot of mistakes, where you can make risks. I think with digital technology today, the most important lesson that we have with it is that we need and we must make a lot of mistakes on the prototype phase, right, on the small phase, because when you build, you learn a lot more about that, so you make a lot less mistakes when the real building go up. Цифровые технологии сегодняшнего дня представляют нам великолепную возможность прототипировать, строить, испытывать для того, чтобы на тот момент, когда мы начнем нечто возводить в реальном мире, мы намного меньше ошибок допустили. И именно этому был посвящен этот проект, большое количество небольших таких инсталляций. So what you see today again is using augmented reality, but this time was taking the idea of having two separate structures, the physical and the digital, interacting in a more potentially advanced way. Ну вот этот проект, это тоже так называемый augmented, расширенная реальность, в данном случае взаимодействие двух структур, физической и цифровой, но просто в более широком. So the blue is the virtual and the white is the physical. В более широком контексте голубое это виртуальное, а белое это физическое. So the idea here is that to have, rather than to have this iPad in your house, the space becomes the computer. I'm not necessarily interested in iMacs or PCs. I'm interested in this case is transforming the city, transforming the architecture as part of the computational power. That's a lot more powerful than the computer as an object. В данном случае речь идет не о том, не о тех компьютерах, которые могут у нас находиться дома, а рассматривая наши среды, то, что мы называем домом, как некий компьютер. Почему? Потому что на сегодняшний момент все эти мобильные устройства и в целом наша среда обладает намного более высокой вычислительной способностью, чем когда бы то ни было раньше. So what you're seeing is a test of how the information, like based on sensors, based on data that is gathered, this membrane is reacting. So how the building itself can start reading this information and digitalize or physicalize through augmented reality this digital experience, which are at the moment framed into softwares like Instagram or Facebook or. В данном случае мы отмечаем или мы наблюдаем, как меняется среда в зависимости, как здание адаптируется к тем процессам, которые имеют место в цифровой среде, будь то в Фейсбуке, будь то в Инстаграме и так далее. So this was one of the many installations we did related to that project. This was in São Paulo. Это одна из инсталляций, которую мы делали относительно проекта в Сан-Паулу. Yeah. So
the key idea here on these projects is how to test materials, how to work differently with the structure and with different layers of the city. So the when material or the idea of urbanity can be applied in larger projects, which is something that we try to do at the office very often. So sometimes to do installations, test ideas, and go back to the city, for example, and then test these ideas at a larger scale as we architects do on a daily basis. So these are a few of the examples. Здесь энное количество просто примеров того, как мы рассматриваем, работаем с реальностью и ее разными слоями, рассматриваем те или другие материалы. Правильно сказать, то, что можно рассматривать как материал. Это то, чем мы, архитекторы, занимаемся на ежедневной основе. Oops, that's not what I wanted. For example, in projects like this, which was an island for Hong Kong that we designed. Один из проектов, который мы подготовили для Гонконга. Which the idea here is dividing part of the structure into machines and part into landscape. Это остров, и его концепция заключается в разделении его как на часть для машин, оборудования, и другая часть как ландшафтная. Because the brief was all related to how you create the island, which was a 1 square kilometer island, the main idea was to use as much water as we can. So the roof of the structure, which is just the main building, is based on pure water. Задание было остров 1 квадратный километр, соответственно, и его необходимо было разработать, спроектировать и всячески использовать. Поэтому мы решили по максимуму использовать воду, которая его окружает. И крыша поверх основной структуры, она тоже имела элемент воды. So basically it's dividing the space into main columns. So instead to have many columns, which is very common on transport interchanges, we focus on like a tree trunk. So these structures, the roof becomes a big water tank, and the pillars then become all the mechanical infrastructure concentrated on them. В этом острове, с одной стороны, необходима различная механическая инфраструктура, необходимы соответствующие коммуникационные среды, и крыша у нас становится основным резервуаром одновременно воды, в то же время как колонны, которые ее поддерживают, воды и транспортной системы, а колонны, которые поддерживают, являются основными, скажем, элементами механической инфраструктуры. So basically during the day it looks like a building, during the night it looks like a light landscape where the whole roof is lit up with this kind of water tank, and then basically there's not a separation between the environment and the element here. В течение дня выглядит как здание, ночью выглядит как часть ландшафта, и, соответственно, нет вот этого жесткого разделения этого здания и окружающей среды. So I could show more projects or more architectural projects in this way, but I think it's maybe we end up here with the idea that the when material or the material can be more than just the catalog material. From the building to the experiment to the concept to the city, they might be more related to each specific city than we're dealing at the moment with the so famous option of the catalog. Так, пожалуй, на этом я остановлюсь. Конечно же, проектов много разных, можно их еще показывать, но суть заключается в том, когда у нас здание, когда у нас материал, это материал сам по себе, а когда у нас материал один из элементов каталога. So I could say a lot more, but I have the tendency to talk a lot, so maybe we can take some questions if you like. Thank you very much. Наверное, будет правильнее, если вдруг у вас какие-то, что мы перешли в режим вопросов и ответов, потому что иначе я могу очень долго говорить. Большое спасибо.